Приветствуем вас, уважаемые зрители, подписчики, гости канала в здравии и в прекрасном расположении духа. Сегодня у нас очень важная тема, и она посвящена агрогороскопу на декабрь месяц. И этот агрогороскоп посвящен делам цветоводов и садоводов. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, напишите, какие еще агрогороскопы вы хотите видеть на декабрь месяц, потому что у меня по плану агрогороскоп поливов растений, а также агрогороскоп квашения капусты. Так что жду от вас, какие работы актуальны, что сейчас нужно еще, мы будем выполнять вашу просьбу. Ну и обязательно прошу вас, подписывайтесь, если вы не подписаны, делитесь этим видео своими друзьями, родными, близкими, пусть у них тоже прекрасно всходят семена, затем прекрасно получаются цветы, потому что у нас сегодня будет речь идти о цветах в большей части, ну и о садовых делах. А сейчас приступим к этому важному делу. Напоминаю, что агрогороскоп мы составляем по московскому времени. Очень легко с помощью карт в Гугле определить время своего региона и страны. 1 декабря утро пройдет в знаке Весы. Это перед солнечным затмением и новолунием. Поэтому в Весах, смотрите, переход будет после 15 часов в Скорпион. Утречком рано можно, если есть необходимость, обрезку провести в саду или нарезку черенков на весну. Весы – это знак стихии воздуха, но постарайтесь до 7 часов это сделать. После 7 часов и до 14:56 это луна без курса. Программа непонятная, что может быть, особенно сейчас. Итак, 1 уже после 15 часов луна в Скорпионе, хотя она убывающая, поливать нужно, подкормки проводить. Это, кстати, касается комнатных цветов, так как нас попросили обязательно учитывать и цветоводов, которые занимаются комнатными растениями. Поэтому поливы, подкормки, а также пикировка цветочной рассады. Если уже после пикировки подросла, можно перевалочку делать. В Скорпионе до конца суток и 2 до 10 часов утра. Вот это нужно будет сделать в Скорпионе. Затем начинается время Гекаты. Это черная луна плюс солнечное затмение, энергии полного солнечного затмения. Поэтому будьте добры, уже в это время никаких работ с растениями не делаем. Что можно делать? Приманки для грызунов. Ну, в Скорпионе можно провести полив для комнатных растений. В знаке Стрелец и будет проходить новолуние, и, естественно, и 5 уже тоже эта энергия будет продолжать, энергия Гекаты. Поэтому ничего не делаем ни в саду, ни с цветами. Это вот сложное такое энергетическое время. И вот 5 перейдет луна уже в знак Козерог. После 15 часов можно уже поливать и подкармливать растения. Это более актуально для комнатных растений, а также для жителей теплых стран. Уже 6 после 10 часов 35 минут, смотрите, Козерог, время Гекаты завершается. И вот наступает очень ответственное время. Вот те, кто мне пишут, почему-то очень актуально эустома. Другие цветы не сеются почему-то. Но вот можно сеять 6 семена эустомы, а также других цветочных растений. Очень хорошо сделать посев туго всхожих семян древесных растений и хорошо провести уже пикировку тех растений, которые взошли. Пересадку, перевалку рассады цветов. Кстати, те, кто выращивает рассаду овощных растений, тоже здесь актуально и посев овощных растений, семян овощных растений. И если уже готовы, можно проводить вот эти работы, связанные с пикировкой, пересадкой, перевалкой. И эту работу можно будет проводить до конца суток 6 декабря и 7, к сожалению, до 7 часов утра. Потому что с 7:44 минут и до 14:49 время Луны без курса. Затем Луна перейдет после отдыха в знак Водолей.
Что можно Водолее делать? Уже у нас Луна растущая, но только в начальной стадии, поэтому можно заниматься обрезкой садовых растений, а также выкорчевкой пней. И это можно продолжить уже и 8-го, и обрезать, выкорчевывать. Далее можно, очень нужно, даже если уже идут морозы солидные, пожалуйста, подсыпайте свои цветочные растения, те же гортензии, клематисы, пионы, киви, актинидии, а также, и вот я переведу до 9-го, молодые саженцы, если у вас вы посадили в прошлом году и в этом году, если температура ниже минус 10, укрывайте инжир, гранат и, естественно, другие растения, то, что вы выращиваете, теплолюбивые растения. Очень хорошо именно в Водолее это делать. Вечером уже Луна перейдет в знак Рыбы в 17:54. Здесь только поливы актуальны. Вот прошу обратить внимание на 10 и 11 декабря. Почему? Потому что у нас 11 Луна будет переходить из первой во вторую фазу. Это будет рано утром, 4:37, ну плюс-минус 12 часов, поэтому вот эту работу лучше вот поливы, подкормки комнатных растений в теплых странах, защита от вредителей и болезней можно проводить и 10 и 11. А вот пикировку, перевалку цветочных и овощных растений можно проводить 10. Вот весь день, пожалуйста, это очень хорошо. Или же поздно, уже вечером, после 17 часов 11. Если не успеваете, вот дайте вот это время, вот плюс 12 часов, 5 плюс 12, это 17 часов. После 17 до конца суток можно еще также пикировку, перевалку проводить. Овен 12 декабря с 0 часов 48 минут начинается его энергии. Растущая Луна будет в этом знаке и 12, и 13, и 14 утром до 11 часов 11 минут. Но 14 Луна будет без курса с 5 часов утра до 54 минут и до момента перехода в знак Телец. Что можно сделать в Овне? В Овне очень хорошо нарезать черенки садовых растений для весенних прививок, а также для укоренения. Очень хорошо проводить подсыпку цветочных и садовых растений перед сильными морозами. Овен – это знак стихии огня и не будет загнивания. Естественно, это должна быть такая сухая, ветреная погода, может быть даже морозец небольшой. И вот после такого морозца можно укрывать растения, и очень хороший результат получите. Не будут подгнивать растения. И вот этот момент, который я вот тоже жду, мне очень нравится Телец. И наши зрители постоянные с нами, кто трудится уже 3 года или даже год, они знают, что вот этот период мы максимально используем для посевов и посадок. Что можно в это время сделать? Ну, те, кто в теплых странах, пожалуйста, можете высаживать саженцы. Есть несколько человек, которые мне этот вопрос задали. Высаживайте саженцы в Тельце. Прекрасное время, растущая Луна. Замечательный период, и он такой у нас длительный в Тельце. Начинается лучше всего после 12 часов 14 декабря, 15 декабря все 24 часа. И 16 еще у нас время есть до 18 часов, позже не надо. Что мы можем сделать в Тельце? Вот, пожалуйста, сейте семена эустомы. Снова же те, кто задает этот вопрос. Другие различные цветочные растения, которые долго всходят. Здесь же можно посеять всхожие семена древесных растений садовых. Очень хорошо. И лесные растения. Вот здесь прекрасное время, можно его использовать. И далее, что мы делаем в это время? Черенки, укоренение черенков. А также нарезайте черенки для весенней прививки, для укоренения черенков. Телец – это замечательное время. Используйте его максимально. Времени предостаточно. В это время также можно уже готовую рассаду цветочных или овощных растений проводить пикировку, пересадку, перевалку. Любые действия с рассадой. Проводите поливы и подкормочки, очень хорошо. Ну и я уже предупредила, посадка саженцев в теплых странах. Если же вы получили рассадные растения и
саженец садового растения или цветочного. Бывает, что сейчас еще поодинокие приходят посылки. Посадите в горшки их. Вот эти дни возьмите, посадите в горшки и занесите их в подвал или погреб. Увидите прекрасный результат, потом вынесите уже в феврале, в марте месяце будем наблюдать за погодой, и растения ваши затем просто перевалку проведете в апреле месяце, и ваши растения будут хорошо себя чувствовать. Главное, не высаживайте в мороженую землю. Уже поздно. Вот этот период замечательный еще раз. Я еще вам в конце покажу весь календарь, вы сможете еще скопировать. Но идем дальше. 17-го утром уже начинается время сожженного пути полнолуния. И этот период 17-го, 18-го, 19-го, 20-го и 21-го до 7 часов утра 37 минут. Ну, что можно делать? Только поливать в знаке Рак, в Близнецах поливать нельзя. Это время спокойствия и никаких посевов, посадок и других каких-то агроопераций с растениями или семенами не проводим. Зато, смотрите, снова же отвечаю на вопрос, когда можно провести пикировку уже готовой рассады, посадку, перевалку 21-го. После 7 часов утра, 37 минут, лучше после 8 часов. И время, видите, до 17 часов дня у нас практически до 17:46 вечера весь световой день у нас может быть в работе. Можно пикировать, посадку рассады проводить, перевалку, пересадку, ну что угодно. И цветочные растения, и овощные. Здесь очень хорошо в Раке проводить также посев туго всхожих семян древесных растений. Тоже все очень хорошо получится. Ну и вот этот период Рака у нас короткий и завершается он в 17 часов. Затем Луна переходит 22, 23 и 24 будет утром в знаке Лев. Во Льве что можно делать? Очень хорошо в знаке стихии огня укрывать теплолюбивые растения перед морозами, когда температура уже будет опускаться больше, чем минус 10, то есть ниже, чем минус 10. Не забывайте, нужно подсыпать цветочные молодые садовые растения, а также о приманках для грызунов. Напоминаю, это нужно обязательно делать. Их очень много в этом году развелось. Наши котики буквально по несколько штук за полдня носят и носят из сада, из огорода, везде и всюду. Очень много грызунов, так что будьте добры, вот этот вопрос не упустите. Это можно делать в любой день, но в данном случае у меня было место, я об этом написала и говорю. Затем 24-го Луна уже после 11 часов 25 минут перейдет в знак Девы. Тоже замечательный период и очень такой длительный в Деве. Буквально 2021 год в завершающем месяце дарит нам такие длинные периоды и в Тельце, частично в Козероге в этом месяце. И вот Дева, этот знак покровительствует цветам. Поэтому нарезаем и укореняем черенки. Это актуально для цветоводов, для тех, кто занимается размножением комнатных цветов. Поливы, подкормки, посадка рассады цветов. Здесь можно и пикировать, но только цветочные растения. Ни в коем случае овощные не трогайте, результаты не получите. И это можно будет делать 25-го вот, и 26-го утром. Потому что с 11 часов 41 минуты начинается Луна без курса. Постарайтесь до 11 часов вот эти работы все сделать. А что касается подкормки, то ее лучше пораньше, раньше даже сделать, где-то в 6, 7, 8 часов. Вечером уже 26-го Луна перейдет в знак Весы. Нельзя поливать. И здесь, смотрите, такой переход 27 декабря Луны, переход Луны из 3 в 4 фазу. Поэтому здесь никаких работ не проводим, не трогаем растения. Маленькое стрессовое новолуние или полнолуние очень тяжелые для растений и семян. Зато 28 декабря можно обрезать садовые растения, нарезать черенки для весны. Затем для укоренения черенков уже будете использовать эти черенки. Или же для прививок. Это знак стихии воздуха. Хорошо хранятся черенки.
До вечера это можно делать 28-го, а вот 29 и 30 Луна уже будет находиться в знаке Скорпион. В знаке Скорпион можно проводить снова же пикировку, перевалку, пересадку, рассады, цветов и овощей. Поливы и подкормки замечательно в это время пройдут. И вот эту работу нужно завершить 30 до 0 часов. Почему? Потому что вот и поливы и подкормки, затем идет знак стихии огня. С 2 часов ночи 9 минут 31. Ну и подготовка к Новому году, естественно. С наступающим вас Новым годом! Желаем вам крепкого здоровья, самое главное, да, чтобы вы были здоровы, позитивного, солнечного настроения вам. И очень-очень-очень просим вас, будьте всегда в состоянии любви к земле. Любите землю, любите семена, любите растения, и они вам ответят тем же. Что в этот день можно делать, кроме подготовки к Новому году? Приманки для грызунов и нарезать черенки для весны. А теперь вот он, весь агрогороскоп садовода и цветовода на декабрь 2021 года. Его подготовили авторы этого канала Раиса Греченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!